Всем привет, с вами Игорь, и сегодня мы поговорим о самом первом, что надо сделать, если вы хотите заняться альтернативной энергетикой, то есть экономить свои денежки, с чего, можно так сказать, начинается вся наша альтернатива, потому что смотрю по других видео, по ютубу, даже по моих зрителях многих, что многие это не понимают, с чего она начинается. А начинается она, если вот сейчас вам так сказать, кратко, именно с энергосбережения. Да, я это всегда говорил, часто в своих видео говорил об этом и буду еще 100 раз говорить, и сколько надо будет, столько и буду, чтобы всем это было понятно. И на первом месте это было у всех, потому что так оно и есть. Это и есть на самом первом месте. Именно энергосбережение. И энергосбережение это не только утепление дома, но и другие мероприятия, которые мы можем принять, сделать в своих домах, чтобы уменьшить потребление электроэнергии, там какой-то другой энергии. Ну, об этом мы всем поговорим в этом видео. Вообще вот смотрю я так, вижу людей, много людей, знаю даже в своей жизни, встречался, которые ставят вот такой вот вопрос, странный, на мой взгляд, что мне лучше сделать. Вот есть какая-то сумма денег, да, насобирали люди и думают, вот что лучше купить за эти деньги, утеплить дом или какой-то тепловой насос хороший купить, там заводской, или газоконденсационный котел, тоже сейчас модные вот эти вот котлы, или супер-пупер твердотопливный котел. Но я вот всегда говорил и буду говорить, что этот вопрос, это вообще в корне неправильный вопрос. Ее даже ставить такой вопрос нельзя, вот такое сравнение даже делать нельзя. Что лучше? Однозначно лучше сперва утепление. Сперва. Вот это самое первое, что мы можем сделать, когда мы хотим заниматься альтернативой, экономить деньги на отопление, это надо утеплить дом. То есть уменьшить теплопотери наших жилищ. Это самое первое. Потом уже начинается выбор какого-то генератора тепла, источника тепла. Тепловой насос, твердотопливный котел, газовый котел. Там уже, в принципе, разницы-то особо и нет. Ну, хорошо, конечно, если вы выберете тепловой насос, это самое дешевое отопление. Но я даже знаю случаи людей, такие вот случаи реальные, у которых газовое отопление, но они говорят, что мы за него немного платим. У нас отлично утепленный дом, у них в радиаторах 35-40 градусов от газового котла. 35-40 градусов. Я не понимаю, когда мне пишут, что 60 градусов, 70 и не хватает на отопление, в системе отопления. Ну, я не знаю, это или один радиатор стоит в доме, или с другой стороны совершенно дырявый дом, совершенно не утепленный. Поэтому еще раз, самое первое, это утепление наших жилищ. Когда вы утеплитесь, вы даже увидите, вы просто поражены будете, удивлены, насколько вашему дому надо будет потом меньше энергии, чтобы поддерживать в доме комфортную там 18-20, ну кто-то 22 любит побольше температуру. Вы будете удивлены и поражены, насколько надо будет вам меньше этой энергии. И потом уже, в принципе, я же говорю, все равно ставьте, что у вас получается. Получается твердотопливный, и вы там будете топить, там вот так вот занесли дров, и у вас уже будет сутки тепло. Вот. Поставите тепловой насос, там он вообще маленький надо будет. Ну вот у меня, например, 60 метров квадратных дом, почти не хватает девятки компрессора. Девятки компрессора мне хватает, чтобы отапливать свой дом. И это даже без автоматики. Если бы я сделал автоматику, то, чтобы он у меня регулярно включался тогда, когда надо, а не тогда, когда я вспомнил, что надо пойти включить, то у меня вообще было бы не меньше 20 в доме. Вообще было бы. Но я еще до этого дойду и все равно сделаю эту автоматику. Не все сразу, так сказать. Меня пока что так устраивает, наверное. Вот. И вы будете очень удивлены. Потом, я же говорю, газа надо будет чуть-чуть, дров надо будет чуть-чуть. Что там вы еще думаете? Электроэнергии, тепловым насосом тоже девяточки хватит буквально для такого дома, как у меня. То есть вы будете опять же удивлены, насколько вашему дому нужно будет меньше энергии. Если же вы выберете сначала
какой-то там газоконституционный котел я вот куплю, и у меня будет дома тепло, и уменьшатся все мои затраты, и счастье будет. Не будет счастья. Вы как топили атмосферу, так и будете отапливать окружающий воздух, атмосферу своим супер-пупер газоконцентрационным котлом или тепловым насосом, или чем вы там собираетесь топиться, какой-то новой технологией, да, то все равно оно это все будет вылетать в трубу. Вот тоже мне говорили, такое есть мнение, довольно-таки распространенное. Надо больше работать, чтобы оплачивать все свои потребности. Но я считаю, эта концепция неправильная в корне. Мое мнение, это мое мнение, конечно, может кто-то с ним не согласится, что надо наоборот уменьшить свои потребления энергии, там, дома, утеплиться как хорошо, чтобы как можно меньше ваше жилище потребляло энергии, то есть как можно оно было дешевле в эксплуатации. Вот мое такое мнение. И соответственно поэтому меньше работать, чтобы меньше оплачивать это все. Зачем? Зачем топить атмосферу, чтобы потом больше работать, чтобы это все отапливать? Люди тоже так думают, я не знаю. Как так получается, но есть и много таких людей. Это очень сильно угнетает и разочаровывает, что люди таких простых элементарных вещей не понимают. И такие вопросы задают, совершенно в принципе неправильные. Дальше идем. То есть выяснили, да, утепление. Утепление это самое первое в нашей альтернативе. Если вы там думаете сделать тепловой насос, газоконцентрационный котел и какой-то супер-пупер, откиньте эту сразу идею, если у вас дом неудовлетворительно утепленный. Если вы видите, где еще можно улучшить, улучшайте, утепляйте, потом займитесь альтернативой. Так будет правильно. Даже я своим с утеплением, у меня пенопластом утепленный дом, у меня тройная стена сейчас, кто-то тоже говорил, какие у вас стены. У меня сейчас тройная стена. У меня, если сейчас снаружи так смотреть, пенопласт 50, отделанный, все обшпаклеванный, покрашенный. Потом силикатный кирпич, в пол кирпича стена, потом воздушная прослойка, потом красный кирпич, дырявый такой с дырочками, красный кирпич, в пол кирпича стена. Потом опять воздушная прослойка и еще одна стена, только красный кирпич, но положенный на ребро. Это получается в четверть кирпича, да, потому что когда мы купили этот дом, эта коробка еще была, то тот дед, что нам делал отопление, печку, он сказал, что стены у вас тонковатые. Надо еще внутри положить еще одну стену. Тем более фундамент позволял, он внутрь вылазил. И он нам ее и положил в доме. Получается у меня 3 стены, 2 воздушных прослойки и плюс еще утепление. Поэтому к стенам у меня претензий в принципе нет. Есть претензии к другому, я пока что это не могу сделать. Я своим утеплением удовлетворен примерно на 85-90%. То есть еще где поработать, есть еще где утеплить, улучшить это энергосбережение, но на 85-90% я доволен. Но я работаю, конечно, пока вы не будете довольны своим утеплением, то есть удовлетворены полностью, желательно на все 100%, то лучше и не начинать даже заниматься этой альтернативой, какие-то тепловые насосы ставить, потому что вы вложите, получается, кучу денег в этот конденсационный котел, тепловой насос заводской или что вы там думаете купить, и все равно будете продолжать отапливать атмосферу. Все равно, то есть энергопотребление дома не уменьшится. Может быть, вы немного уменьшите свои расходы за счет большего КПД котла или я не знаю, как оно там. Но я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что он как жрал этот дом, не энергоутепленный, кучу энергии, например, 1000 киловатт-часов ему надо было, за какое-то время. Так он и будет потреблять эту энергию, и ничего, мне кажется, это неправильно. Это не мне кажется, это однозначно неправильно. Поэтому сначала утепляемся, потом занимаемся альтернативой. Дальше, это мы прошли утепление, да, утеплить можно стены, потолок опилками, например, все это можно сделать даже очень экономно и дешево. Если кто-то думает, что это очень дорого,
Я видел, там потолки утепляют, там какие-то минваты, парабарьеры. Это все не нужно для потолка, товарищи. Это глупости. Если вы хотите нормально утеплиться, и притом недорого, возьмите просто на пилораме опилок, не стружки, а опилок, пилорамных опилок. Или спецциркулярки, там, сухих, да даже и сырые, я сыпал даже сырые, они высыхают на чердаке, на Урале там высыхают, полностью, как пыль делаются сухие. И насыпьте просто на потолок вот таким вот слоем сантиметров 20-25, все. Это прекраснейшее утепление, больше ничего не надо, никаких пленок, парабарьеров, ничего не надо. У меня об этом, короче, есть видео, не буду повторять. Также можно и окна утеплить, если у меня видео, стены утеплить тоже можно, все это можно утеплить. Вот. И недорого, притом недорого. Я даже вот скажу, когда я утеплялся, это было очень давно. Это было первое, ну я это и сделал первая моя альтернатива, так сказать. Что я сделал, то я утеплил свой дом. То я утеплился за, по-моему, что-то 5-6 тысяч гривен. Всего-навсего. Даже еще пенопласт, он только этот, ну это было больше 10 лет назад точно. Точно больше 10 лет назад, но точно вот не скажу насколько больше. Вот, даже пенопласт этот еще не везде продавался, это еще только начиналось, вот эти вот технологии, все эти шпаклевки, там все оно обговаривалось, как это делать, о, новая технология, какой-то клей для пенопласта, все это было новое. Но я нашел в Черкасах, я взял машину, я привез этот пенопласт, я сделал все сам, приклеил его. Там, в принципе-то, клеить-то нечего. Если стены ровные, нормальные стены, мне очень повезло со стенами. У меня стена полностью ровная, дом относительно новый, силикатный кирпич, без всяких вот этих вот угловых выступов, карнизиков там над окнах, подоконников выступающих с кирпичом, которые сейчас вот люди, смотрю, тоже утепляются, очень мучаются. У меня этого все не было, у меня абсолютно ровная стена. Я ее погрунтовал, грунтом запрыскивателя даже, чтобы побыстрее. Вот. И все, и пенопласт метр на метр. Если думаете, кстати, брать, то лучше берите метр на метр куски. Вот эти метр на полметра, это долго, это намного дольше, и клея больше идет. Метр на метр лучше всего, самый оптимальный вариант. Раз намазал, наквецал ее то клея, приклеил, прибил, придавил, выставил там палку, кинул в уровень там, ну, чтобы более-менее ровно. Ну, если стена ровная, он это представит ровно. Все. И получается, я совсем, если так считать, да, клей, пенопласт, сетка, шпаклевка 2 раза и потом покраска. Я вот этот вот барашек не делал, этот, как караед называется. Это самый, этот, кстати, дорогой элемент утепления вот этой всей технологии. Если взять вот это вот все, это, весь этот бутерброд на стене с пенопластом, это самое дорогое, вот этот вот караед, и без него можно обойтись. Без него тоже можно обойтись, можно на этом сэкономить тоже. Просто берем сетку, 2 раза ее шпаклюем, грунтуем, красим. Все, красим фасадной, хорошей, ну на краске лучше не экономить, кстати. Фасадную хорошую краску берете, водостойкую, не выгорает, и все, и красите. И все, это очень просто самому сделать. Все мое утепление обошлось, а я все сам делал, около 5000 гривен. Это сейчас кому-то скажи, такой дом, как у меня, потому что у меня дома пристроенный гараж и кладовка, я это все утеплял. Получается, у меня весь этот комплекс, если так сказать, где-то 8 на 15 или 16 метров. Да, я это все утеплил за 5 или 6 тысяч гривен, я уже не помню точно. Ну, на те деньги это тоже, на то время это были деньги. Но сейчас, говорят, 100 тысяч утеплиться вот так вот. Ну, я бы это уже не потянул. Хотя, если, ну, все равно вам это придется сделать, понимаете, даже не тянете вы там, не можете, это не, но вы это все равно сделаете. Потому что энергия, она дешевая не будет уже никакая, ни дровяная, ни газовая, ни электроэнергия. Электроэнергия уже должна была подорожать еще в этом году, еще летом по плану, но она не подорожала. И имеем вот мы результат с вами того, что она не подорожала по плану, так как оно должно было быть. Это проблемы выплаты по зеленым тарифам, это перебои с постачанием электроэнергии, это низкое напряжение у всех в сети. Мне все пишут, что низкое напряжение в сети. Вот это вот результат дешевой электроэнергии. И в конце концов мы с вами станем перед таким вот выбором. Одно из двух. Или
дешевая электроэнергия, но 2-3 часа в день, или дорогая, или, как они говорят, экономически обоснованная цена на электроэнергию, но постоянно, как и было раньше, хотя бы как было раньше, чтобы хотя бы так было, потому что даже, может быть, уже и так не будет. Дожились, называется. Вот, поэтому вот такой вот выбор. Ну, если меня спросить, я не за подорожание электроэнергии. Не, я не хочу подорожать. Ну, не получается просто по-другому, понимаете? Просто не получается. Поэтому я выбрал бы, лучше, чтобы оно было как сейчас. То есть, электроэнергия постоянно, ну, пускай уже она там по экономически, как они говорят, экономически обґрунтованным ценам или тарифам. Так получается. Теперь дрова. Дрова тоже постоянно дорожают. Ну, если взять, например, зарплату среднюю, то раньше я мог купить больше дров за свою зарплату, чем сейчас. Больше дров, да. Получается, что с каждым годом я могу меньше и меньше купить дров. За такие цены на дрова, например, то смысл их вот так вот топить без утепления, отапливать атмосферу. То есть наработаться возле них вот так вот зверски, адски наработаться, натрудиться, чтобы отопить атмосферу, эти вот теплопотери бешеные, да, неутепленного дома. Платить деньги, резать, колоть их, носить и топить воздух атмосферный. Ну, это, мягко говоря, неумно совершенно. Вот, это насчет дров. И они будут еще и дальше дорожать. Ну, я же говорю, цена, даже многие вот мне пишут в комментариях под видео, дрова стали не самым, совершенно не самым дешевым отоплением. Если это было раньше, считалось самое дешевое отопление, топливо, дрова, то сейчас это совершенно не самое. Если еще учесть то, что они и будут и дальше дорожать, учесть то, что сколько возле них работы, кроме того, что их тебе привезли и высыпали за эти вот деньги бешеные. Учесть то, что мы стареем, и это нам будет еще дороже даваться эти дрова, потому что мы стареем, и нам надо будет потом уже нанимать, чтобы не только их привезти, но и порезать, и поколоть, и сложить за деньги. То это вообще становится, я думаю, неприемлемое отопление для нас. Мне так кажется, что это будет вообще. Так, дальше на чем можно экономить? Ну, вот это вот первое, да, вы вот такой сделали. Первое, это мы утепляем наше жилище. Делаем все возможное, чтобы утеплить стены, окна, потолок. У меня об этом видео есть, энергосбережение. Смотрите плейлист, и всю альтернативу я ставлю. Я даже, наверное, буду теперь делать вот этот плейлист энергосбережения на первом месте ставить. А потом уже тепловой насос, солнечные электростанции и все остальное. Потому что это действительно самое первое и самое главное. Дальше. На чем еще можно экономить? Ну, например, насос. Обычный насос, скважинный насос. Вот у меня вот мой насос тянет с розетки всего 120 Вт. Чем плохой насос? Чем плохой? Видел, ставят насосные станции для водообеспечения дома, киловаттные моторы, там 1,2, 1,1 киловатта, 700 Вт даже. Вот, там, ну зачем, спрашивается. Он когда стартует, у людей аж свет тухнет. Да, я говорю честно. Вот так вот включился этот насос, и так лампочки сразу же, и потом опять начали. Ну зачем это делать? Зачем такой мощный насос для домашнего, для бойлера, для краника, для душа, ну для чего это нужно? Для чего? Это мне кажется, это совершенно нерационально и не мудро ставить такие насосы. Мой насос, говорю, 120 Вт, и он замеренный точно по ваттметру. Это не просто по шильдику. Я по ваттметру мерил, он действительно тянет не больше 120 Вт. Все характеристики такие, как у нормального насоса, большого. Подъем с 8 метров, давление то же самое. Единственное, малый объем подачи. Это меньше куба он подает. Хотя написано там 1,5 куба, но мы знаем, что это написано. Тем более люди вот берут вот такие вот мощные насосы, потом после него подключают вот такие вот металлопластиковые трубочки на 16, подводят разводку там по дому, к бойлеру, краникам, всему это, и хотят, чтобы оно выдавало, оно уже не будет выдавать, понимаете, просто насос рассчитанный на 32-ю трубу, входную 32-ю и выходную 32-ю. Вот если хотите, чтобы он быстро накачал бойлер или еще что-то там, или ванну, или что, то ставьте вот такие трубы, он тогда будет нормально качать, он не будет молотить впустую. А так получается, вы ее задавили вот такими трубочками,
Он все равно не выдает то, что может выдать, но электроэнергию жрет. Электроэнергия, и опять закончилось время моей камеры. Вот, так вот, продолжим, на чем я остановился. Про насос, который молотит, можно сказать, впустую, да. Он ест электроэнергию, напрягается, тужится, но перед ним стоит 16-я трубочка или 20-я металлопластика, и, соответственно, что он может выдать. И он, получается, в итоге, по сути, по факту, он выдаст в бойлере, в конечной своей, да, остановке воды, он выдаст той же самый объем воды, что и мой насосик за 120 Вт. То смысл ее было ставить киловаттный, если он по факту будет с краника или с бойлера на бойлер выдавать тот же самый объем воды. Зачем такие лишние энергозатраты? Зачем? Чтобы аж свет тух, я говорю. Вот, ну вот, например, насос тоже можно поменять на вот такой вот маленький энергосберегающий, который по-любому справится с водообеспечением своего дома. Другое дело, если вы хотите, конечно, поливать этим же насосом, но я считаю, лучше разделить эти два насоса. Для полива пускай будет отдельный насос, без станции, без ресивера, без ничего. Включил на полив, он поливает, выключил, он не поливает. А для водообеспечения дома, вот тем более, что для водообеспечения дома он работает каждый день, и притом по много пусков, много раз, и по много времени, и по много пусков. Полив это только летом, и не так-то и долго. Вот, например, в этом году я даже не поливал. Вообще не поливал, ни разу, даже шланги не размотывал. Ну не надо было просто. Как еще можно экономить, кроме вот такого вот насоса? Можно, например, лампочки поменять на светлодиодные. Все наши, которые даже посмотреть, так раньше, да, было, ставили все эти вот накаливания лампочки, потом пошли газоразрядные экономки, а теперь уже все ставят светлодиодные. Это тоже экономит деньги. Вот. Ну, короче, можно на много чем экономить. Тот же самый двухтарифный счетчик поставить тоже. Потребление электроэнергии ночью, та же самая электроэнергия, но в 2 раза дешевле. Что плохого? С 11 до 7 утра у вас будет та же самая электроэнергия. Холодильники работают ночью все равно. Свет у меня работает, светит ночью на улице, освещение. Тепловой насос у меня работает ночью. Вы можете включать какие-то, даже если у вас нет теплового насоса, обогреватели какие-то там, тены, калориферы, там, подогреться ночью. Знаю, многие есть люди такие, что поставили ночной тариф, врезали в систему тен 2 киловаттную, систему отопления до газового котла. Газовый котел намного меньше ест газа. Намного меньше, потому что у него идет уже более подогретая вода. Говорит, включается очень редко. Ночью практически не включается этот газовый котел. Я спрашиваю, что экономно? Ты посчитал? Да, говорит, экономно. Реально экономит деньги человек вот на вот этом вот ночном тарифе и обычном тене, врезанным в систему отопления до газового котла. Тоже возможность экономить и вполне реальная. И таких способов много, я вам скажу. Сейчас я вот многие не вспомню, но вы даже если сами у себя посмотрите по дому, по тому, что вы потребляете, чем вы пользуетесь, что можно вот здесь вот сэкономить. Ну, это надо просто проанализировать все свои потребления, энерго и увидеть, где вы можете экономить, где можно что-то заменить на более энергосберегающее, меньше потребляющее и так далее. Вот. Ну, короче, мысль вы поняли. Поэтому еще раз скажу, вывод это на первом месте. Вот это вот энергосбережение, в первую очередь утепление дома, потом энергосберегающие приборы электрические. Вот, и, я же говорю, меньше потребление денег с ваших карманов, то есть меньше можно работать или больше просто тратить деньги на что-то другое, на себя, на какой-то отдых, на тот же самый шашлык и так далее. Вот. Чем просто выкидать эти деньги на отопление ненужные, которые и отапливать атмосферу, потому что дырявый дом, но классный тепловой насос или там твердотопливный супер-пупер котел, но холодный дом. Ну, это неправильно. Ну все, вот это вот все, что я хотел сегодня сказать. Так уже видео затянулось. Пишите, что вы об этом думаете, спрашивайте, что кому непонятно. Все, всем пока, до следующих видео. А вот еще и не все. В одном из следующих, вот не знаю точно в следующем, или может быть, или в одном из следующих видео, хочу посчитать теплопотери моего дома
в ваттах на квадратный метр. Вот это я тоже думаю будет интересно. Вот теперь все. Всем пока.